Всем привет! Сегодня у нас расклад чего ты не ожидала, но это случится. Давайте посмотрим на 3 картах и будем смотреть сочетание карт, а не по одной карте читать. Расклад получится короткий, но зато будет интересно, надеюсь. Давайте начнем. Итак, первый вариант. 6 мечей. 10 кубков. И Иерофант. Ну смотри, как говорится, ты даже не подозревала, но это произойдет. Эти карты в сочетании, да, они говорят о том, что вот твоя семья или близкие, они неожиданно вот примут решение о смене места жительства, да, о переезде. Но это будет связано вот с важной целью: обучением, получением новых знаний, ростом там через новые возможности. И это событие, оно начнется вот как идея об улучшении условий жизни, ну или поиске нового начала. Но в процессе откроется, что ключевую роль в этом сыграет обучение, ну или личностный рост, да, для всех. Кто-то из семьи, он получит возможность поступить там в престижное обучение, да, ну, престижное заведение, возможно. Или же вот вся семья решится перебраться в другое место ради лучшего образования для детей. И это может быть там новая школа, курс повышения квалификации, смена города вот ради получения новых возможностей вот в профессиональном развитии. То есть все связано с обучением. Ты не ожидала, что, например, вопрос учебы, да, знаний, он вот станет такой важной частью изменений в жизни всей семьи. Но это произойдет. И 6 мечей здесь говорит о том, что этот шаг потребует смелости. То есть вам предстоит оставить позади вот привычную зону комфорта и отправиться в неизвестное. Это решение, оно вызовет, знаешь, вот тревогу, да, неуверенность, потому что перемены, они всегда связаны с рисками. Но ты почувствуешь, что все происходит к лучшему, и новый этап, он принесет с собой много положительных моментов. 10 кубков даже подчеркивает, что несмотря там на перемены, да, в конечном итоге все приведет к гармонии и счастью. И этот шаг, он поможет вот всей семье сплотиться, наладить там новые связи, создать еще более вот крепкую, да, счастливую атмосферу. И ты обретешь, потому что расклад все-таки тебе делаем, ты обретешь там не только радость, да, от нового опыта вот этого, но и чувство удовлетворения, что вот это правильное решение было. Ну а Иерофант показывает, что обучение вот как главная движущая сила вот этих изменений. То есть ты не ожидала вот, что обучение, но новые там знания, они станут вот центром изменений в твоей жизни. Но это именно то, что случится. Это будет важный шаг для твоего личного роста, да, для роста тех, кто рядом с тобой. То есть кто-то начнет серьезно заниматься саморазвитием в вашей семье, да, поступит там на курсы какие-то и так далее. И вот это вот все станет катализатором для огромных позитивных перемен. В итоге вот такой у нас короткий сегодня расклад получился, потому что смотрим сочетания, а не по каждой карте отдельно. Итак, давайте подпишись, не забудь на канал, а потом расскажешь мне через годик. Так, давайте второй вариант. 5 кубков. 4 кубков. Уже понятно все. И хорошо, что колесо фортуны. Ну смотри, тут все по картинкам понятно, да, и даже потому что колоду эту рисовал, чтобы было понятно по картинкам. И, соответственно,
напомню то, что мы смотрим сочетание карт, а не по одной карте. То есть ты не ожидала, что тебе придется столкнуться с утратой или разочарованием, но это неизбежно. 5 кубков и 4 кубков, они говорят о том, что ты окажешься в ситуации, где вот разочарование из-за потерянной там возможности, неудачи, да, это будет сильно давить на тебя. И это касается чего-то важного для тебя. И это касается близких отношений, которые не оправдали твоих ожиданий. И на этом этапе ты будешь ощущать там апатию, разочарование, нежелание вот двигаться вообще дальше. Тебе покажется, что все идет не так, как планировалось. И ты начнешь терять веру в то, что вот ситуация может измениться. 4 кубков, она усиливает это чувство. Ты можешь вот прям пропустить шансы, возможности, потому что ты будешь слишком сосредоточена на вот этих своих потерях. Я прямо не говорю, но поняла, да, что ты потеряешь. Кого ты потеряешь, я имею в виду. Но знаешь, вот самое удивительное, что именно тогда, когда ты меньше всего этого будешь ждать, то колесо фортуны повернется. И судьба преподнесет тебе неожиданный шанс на исправление вот этой ситуации. Ты не ожидала, что вот оказавшись в такой сложной и тяжелой в твоей жизни ситуации, судьба начнет работать в твою пользу. То есть ты встретишь настоящего, своего истинного человека, который полностью изменит твое вот состояние. Колесо фортуны, она говорит о том, что будет резкий и неожиданный поворот, который выведет тебя из вот этой апатии и даст новую цель, новый смысл. Ты не планировала этого, потому что все твои мысли, они будут вот сосредоточены на том, что уже потеряно. И вдруг ты поймешь, что будущее готовит для тебя гораздо больше, чем ты могла бы себе представить. И это будет шанс вот начать что-то совершенно новое. Новое увлечение, я имею в виду в романтическом плане. Фортуна начнет поворачиваться в твою сторону, и ты осознаешь, что, несмотря на все вот эти разочарования, предательства и так далее, тебя ждут удивительные возможности. Ты, как говорится, поднимешь голову вверх, увидишь перед собой дверь, которая откроется перед тобой вот в самый неожиданный момент, и зайдешь в нее. Тот человек, на что я намекаю, то, что он уйдет, исчезнет из твоей жизни, он просто был не твой. И ты встретишь того, кто тебе по судьбе. Вот такой был короткий расклад для второго варианта. Давайте посмотрим третий вариант. Паж пентаклей, король кубков и тройка жезлов у нас. Но смотри, ты не ожидала, что вот неожиданное предложение станет началом чего-то большего, да? И, соответственно, значимого в твоей жизни. Все эти карты говорят о том, что в ближайшем будущем перед тобой откроется вот удивительная возможность, да, связанная с участием в каком-то новом начинании, которое приведет тебя к значительному росту. Все начнется с маленького, там, на первый взгляд, там, скромного шага. Ты там получишь неожиданное предложение от человека, который вызывает у тебя доверие, уважение, да, ну, король кубков я имею в виду. Этот человек, он опытный, мудрый, чуткий. Возможно, это твой старый знакомый. И он предложит тебе поучаствовать вот в новом проекте, да, или помочь в каком-то деле, которое сначала покажется тебе там чем-то незначительным, чем-то простым. Но ты согласишься. Ведь это вот будет выглядеть как небольшая возможность улучшить там свои знания, возможно, чуть-чуть копеечку получишь, да? Это тебе так будет казаться, еще раз повторяю. Но как только ты начнешь работать над этим предложением, ты неожиданно для себя поймешь, что перед тобой открываются огромные перспективы.
Вот это начинание, которое ты сначала воспринимала как что-то там несущественное, да, оно начнет расширяться, оно начнет развиваться в гораздо вот более серьезное, чем ты могла заговариваюсь, предположить. И вот тройка жезлов, она здесь указывает на то, что это начинание станет отправной точкой для дальнейших больших возможностей. То есть это, знаешь, это как старт, который приведет к росту, к успеху, да, возможно, даже на там международном уровне, да, на огромном, я имею в виду. И ты не ожидала, что твое участие в этом начинании откроет для тебя вот новые горизонты. Это может быть связано там с расширением контрактов, с расширением также контактов, с сотрудничеством с какими-то важными людьми или даже перспективной работе в другой стране, да, ну или в своей, в которой ты находишься. И вот тройка жезлов, она подчеркивает, что в итоге ты станешь смотреть вот на свои перспективы, на свою жизнь совсем по-другому. Это приведет к новым возможностям, которые очень сильно повлияют на твое будущее. Вот такой сегодня у нас короткий расклад. Смотрели сочетание? Итак, заходите на Boosty обязательно, если хотите деда отблагодарить. И вообще заходите в магический чат, заходите в манифест, заходите в эзотерическую библиотеку и в закрытые расклады. Буду вас ждать. И помни, что дед всегда рядом.